Всем привет, Джейсон снова на связи. Сегодня у меня на обзоре металлокорпус Chieftec Hunter, который максимально поддерживает установку материнских плат формата ATX, а также заряжен сразу 4 ARGB вентиляторами и соответствующим контроллером. Но давайте обо всем по порядку. Итак, габариты корпуса с учетом всех выступающих частей составляют: длина 415, ширина 218, высота 462 мм. На верхней панели корпуса уже, можно сказать, по стандарту присутствует противопылевая сеточка на магнитах. Под ней находятся крупные вентиляционные отверстия, а также продолговатые посадочные отверстия, в которых можно закрепить два 120 или 140 мм вентилятора. Поддержка СЖО не заявлена, и это, по моему мнению, правильно, так как вот этого расстояния в 28 мм между краем материнки и верхней панелью недостаточно для нормального размещения компонентов СЖО. На передней части шасси корпуса расположены внешние порты и кнопки, такие как кнопка включения, индикаторы питания системы и активности накопителей, кнопка перезагрузки. Далее расположены кнопка управления яркостью подсветки вентиляторов и кнопка управления режимами и вариантами их подсветки. Продолжают вереницу аудиоразъемы для подключения микрофона и наушников и пара разъемов USB версии 3.0. Длина кабелей от кнопок и портов достаточная, чтобы при сборке не испытывать трудностей в их размещении и подключении. Дизайн передней панели хоть и простоват, но вживую смотрится, как по мне, неплохо. Выполнена панель из пластика и крепится к шасси корпуса на стандартные защелки. Поверхность снаружи матовая. В центре расположена вставка из металлической сетки, внизу которой закреплен логотип Chieftec. По бокам находятся дополнительные отверстия для забора воздуха внутрь корпуса. Изнутри они прикрыты пластиковой сеточкой, которая приплавлена к панели. Отдельного пылевого фильтра не предусмотрено. Никаких проводов к передней панели не подходит, поэтому при желании ее можно спокойно снять и помыть, или почистить пылесосом. Как я уже говорил ранее, корпус заряжен 4 ARGB вентиляторами. 3 из них установлены на передней части шасси корпуса и один на задней. Модель SF1225RGB-C1. Максимальная скорость вертушек по данным мониторинга составляет примерно 1200 оборотов в минуту. К сожалению, на каком подшипнике выполненной информации не нашел. С обеих сторон на рамке имеются резиновые демпферы. Из корпуса вентилятора выходят два кабеля длиной по 55 см каждый. На одном кабеле находится стандартный трехпиновый разъем для питания вентилятора, который поддерживает управление питающим напряжением, а на другом кабеле трехпиновый для питания и управления подсветкой. Вентиляторы можно подключать не только к материнской плате, но и к комплектному контроллеру. Крепится контроллер в задней стенке поддона материнки на вот эти выступы и дополнительно удерживается одним винтом с накаткой. Подключается к блоку питания через разъем SATA. В комплекте с корпусом есть инструкция к контроллеру, в которой подробно расписана схема его подключения. Также данную инструкцию можно скачать с официальной странички корпуса в разделе «Загрузки». Ссылку на нее найдете в описании. Всего к контроллеру можно подключить 5 вентиляторов, 4 с трехпиновыми разъемами с управлением питающим напряжением и 1 с шим-управлением и соответственно 4-пиновым разъемом. Подключается к материнке все это добро на один 4-пиновый разъем через вот этот переходник. Его длина 50 см. Помимо 5 устройств с подсветкой типа плюс 5 вольт RGB, контроллер позволяет подключить 2 светодиодные ленты. Предусмотрено два варианта управления подсветкой. При помощи кнопок с верхней панели, они подключаются вот сюда, или при помощи совместимой материнской платы. Поддерживается управление через Asus Aura Sync и аналогичные решения других производителей. Для подключения в комплекте поставки присутствует вот такой кабель-переходник длиной 50 см и пара гребешков. Теперь по поводу управления кнопками с корпуса. Кнопка подсветки одиночными нажатиями позволит изменить 3 уровня яркости подсветки, а также полностью ее выключить. Режимы подсветки переключаются при помощи одиночных нажатий на кнопку М. Двойное нажатие позволяет менять цвета в некоторых режимах. Нажатие и 3-секундное удержание переводит подсветку в режим синхронизации с материнской платой. Для выхода из этого режима достаточно один раз нажать на кнопку М. При этом вы вернетесь в режим управления кнопками с корпуса. Если удерживать кнопку М более 3 секунд, то вы также можете полностью выключить подсветку. Все, с контроллером разобрались. В общем, на передней части шасси корпуса можно разместить 3 120 или 2 140 мм вентилятора. Радиатор СЖО поместится на 120, 140, 240 или 280 мм. Прошу заметить, что никаких лишних перегородок на передней части нет, поэтому воздушному потоку, который создают вентиляторы, ничего не будет мешать, и это, как по мне, отлично. На задней панели правее от отверстия под заглушку для материнки находится посадочное место под один 120 мм вентилятор или радиатор СЖО. Есть возможность небольшой регулировки по высоте. Ниже идут 7 горизонтальных заглушек для видеокарты и периферии, которые придется выламывать, если вы решите туда что-то установить. Прижимная планка присутствует, удерживается одним винтом. Ниже находится окошко для установки блока питания. Отверстия для крепежа здесь позволят расположить блок питания только вентилятором вниз.
На нижней части корпуса расположены 4 крупные пластиковые ножки с мягкими вставками. Высота ножек составляет 23 мм. Пылевой фильтр под блоком питания имеется. Под ним расположились крупные вентиляционные отверстия. Также на нижней панели присутствуют два винта с пластиковыми накатанными головками, которые удерживают внутри корпуса корзину для накопителей. Левая боковая панель — это легко тонированное закаленное стекло толщиной 3 мм. Его размеры 360 на 438 мм. Крепится на 4 винтах с накатанными головками, которые имеют резиновые проставки в местах соприкосновения со стеклом. В местах крепления стекла к корпусу используются резиновые втулки. Внутри корпуса блок питания закрыт кожухом. Сбоку присутствует небольшое демонстрационное окошко. Сверху имеется крупная перфорация и места для установки двух 120 мм вентиляторов, но длинных винтов для того, чтобы их здесь закрепить, в комплекте нет. Также здесь есть 3 отверстия для кабель менеджмента. Расстояние от передней панели до начала крышки кожуха составляет 46 мм. Корпус поддерживает установку материнских плат формата Mini ITX, Micro ATX и ATX. 6 стоек под них уже вкручены на свои места. В комплекте с крепежом можно найти еще 3. Кстати говоря, вот так выглядит весь комплект. И необычно здесь видеть запасную резиновую втулку. По крайней мере, в крепежных комплектах других корпусов я такого не встречал. И также здесь присутствуют не пластиковые хомуты, а кусочки проволоки. Производитель рекомендует устанавливать сюда видеокарту максимальной длиной в 320 мм. Можно, конечно, попытаться и более длинную сюда установить, но это может оказаться не особо удобно из-за ее толщины и расположения коннекторов до питания. Поэтому я бы не превышал рекомендуемую длину. Поддерживается максимальная высота процессорного кулера в 170 мм. И это позволяет на данный момент времени разместить здесь любой воздушный кулер, который имеется сейчас на рынке. Для укладки кабелей между поддоном материнки и правой панелью предусмотрено в среднем 20 мм свободного пространства. Отверстия для кабель менеджмента имеются в достаточном количестве. 3 центральных прикрыты резиновыми заглушками, и лично мне хотелось бы, чтобы эти отверстия были миллиметров на 5 пошире. Окошко, которое нужно для удобства установки или снятия процессорного кулера, имеется, и оно достаточно крупное. Также здесь есть отверстие для крепления одного 2,5 дюймового накопителя. Правая панель фиксируется стандартным образом при помощи 2 винтов с накаткой и оснащена небольшим выступом для облегчения демонтажа. Толщина металла панели 0,7 мм, а шасси корпуса 0,5 мм. В месте установки блока питания демпферов не предусмотрено. Производитель заявляет возможность установки блока питания с длиной корпуса до 180 мм. Если же убрать корзину для накопителей, а делается это откручиванием всего 2 винтов с накаткой, которые, как вы помните, находятся на нижней части корпуса, то поместится и более длинный блок. Кстати говоря, в корзину можно установить 2 3,5 дюймовых диска, причем верхний можно заменить на 2,5 дюймовый диск. На задней стенке поддона материнки с помощью вот этих съемных рамок можно разместить еще пару 2,5 дюймовых накопителей. Все отверстия в корпусе либо завальцованы, либо выполнены аккуратно и без острых граней. И этому будут однозначно рады пальцы сборщика. Имеется большое количество выступов для крепления кабелей стяжками. Ну а перед тем, как вы увидите, как может выглядеть собранная система в данном корпусе, хочу показать вам блок питания, который я буду здесь использовать. Это Chieftec серии Polaris, модель PPS 750 FC. И как уже понятно по цифрам модели, его мощность составляет 750 Вт. Это полностью модульный блок питания. Он обладает сертификатом 80 плюс Gold и выполнен на качественной элементной базе. В сети на него есть полноценные обзоры от тех же Gesit.com или Overclockers.ua, в которых они его разобрали, нагрузили и рассказали о всех нюансах. Поэтому если вас интересует такая информация, то ссылочки на их обзоры я оставлю в описании под видео. Для меня же его фишка — это высокая мощность при компактных размерах, плюс модульность. Судите сами, его длина 140 мм, то есть его можно легко установить в любую систему стандарт ATX. Ну а модульность позволит уменьшить количество неиспользуемых кабелей в сборке. Так что если ищете для своей системы такого рода блок, то обратите свое внимание и на эту модель. Подводя итог, скажу, что по моему скромному мнению, корпус у ребят из Chieftec получился весьма интересный. Внутри места более чем достаточно, габаритные кулера, блоки питания и весьма крупные видеокарты не проблема. Для накопителей места достаточно. С продувом тоже все в порядке. Плюс из коробки у вас уже будет нормальный контроллер и 4 вентилятора. Придраться могу разве что к тому, что нет демпфера под блоком питания и между корзиной для накопителей и корпусом. Ну и то, что нет пылевого фильтра за передней панелью. Но на это можно спокойно закрыть глаза, так как за $63, а именно за столько его сейчас продают в Украине, я считаю его отличным приобретением. Ну а по визуальной составляющей тут уж каждый сам для себя решит, нравится ли ему дизайн передней панели или нет. На этом у меня все. Актуальные цены на данный корпус и БП найдете в описании под этим видео. Надеюсь на вашу поддержку лайками, комментариями и подпиской на канал. Всем хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, до скорого!